Вообще, ребята, уже есть какие-то непонятные вещи, которые творятся с техникой. Чую я, тут какая-то чертовщина. А там кто-то стоит. Что это сейчас было? Я тут есть. У меня мурашки побежали, ребята. Это что сейчас было? Здесь кто-нибудь есть? Я же И сканировала. сразу же. И в этом же месте, ребят. Кто? Привет, друзья! Вы на канале On the Other Side. И сегодня мы с Аленой отправимся опять в баню с полтергейстом. Сейчас я выезжаю прямо за ней. На часах сейчас 20:39. То есть пока я ее заберу, пока мы доедем, мы хотим снять сегодня, опять же, это место конкретно в ночное время. Вот, поэтому пока туда-сюда, я думаю, как раз к 11:30, к 12 мы начнем снимать. И надеюсь, что у нас что-то получится, и мы снимем очередной топчик для вас. Пожелайте нам удачи, ну а я отправляюсь за Аленой. Ребятушки, всем привет! Вы на канале Otis. Меня зовут Алена, и вот-вот мы буквально через несколько минут выедем к Сергею, нашему подписчику, который нас пригласил узнать, что у него происходит в бане. Если честно, я надеюсь, что у нас получится все-таки выяснить, действительно ли у него мистика, либо же нет, но я жду Марточку, она сейчас за мной выезжает, поэтому скоро с вами встретимся именно в бане. Ну что, ребята, мы вернулись. Вещаем с места событий, так сказать. Если честно, опять окунуться здесь, в этой атмосфере, в этой бане, не очень приятно. Опять-таки, тот факт, что мы здесь абсолютно в полной темноте, ночью, опять вернулись, чтобы развеять ту мистическую часть, о которой нам рассказывал хозяин Сергей, и то, что нам удалось заснять в предыдущих выпусках. В общем, подведем, возможно, даже итоги в этом выпуске. Сегодня мы хотим тоже попробовать несколько экспериментов. Ну, как экспериментов? Во-первых, повесим на колокольчик, пока мы будем здесь находиться. Мы хотим посидеть в парилке, может быть, какое-то время, не знаю, полчаса, час. Слава богу, лето и не холодно, да, то есть это радует. Вот, что можно в комфорте провести какое-то время в этом месте, насколько это возможно, да, потому что все-таки место не сильно приятное и радужное. И, наверное, поставим камеры и посмотрим, что мы услышим, увидим. И, наверное, пора уже по этому месту подвести итог, потому что уже полгода мы, так сказать, здесь отсюда вещаем, и хочется как-то и подытожить для себя, для вас, и, конечно же, для владельца этой бани. Поэтому сегодня, я думаю, что будет действительно интересно. Вот, сейчас повесим колокольчик где-нибудь, потому что если что-то и будет, возможно, оно здесь, где нет ни ветра, ничего. Возможно, оно даст здесь свое какое-то проявление. И взяли, опять же, вот этот аппарат, который вы видели у нас в видео с ночного лагеря, с Лешем. Попробуем все-таки здесь, вот в этом помещении, там, где бассейн, прозвонить, или как это правильно сказать. Вот, использовать это дело и посмотреть, будет ли какой-то эффект. Ну что, вперед! Полная темнота, ребята. Чтобы вы понимали, вот в такой атмосфере мы сейчас находимся. Вот эта комната как свет в конце тоннеля прям. Где мы можем... Держи-ка свет мне. Где мы можем колокольчики развесить. Ой, паутина везде. Ребята, реально, паутины здесь очень-очень много. Вот еще. Это вот все паутина. То есть, мне кажется, сюда они захаживают, потому что здесь в прошлый раз висели, я не помню, какие-то овощи, но я так понимаю, они вообще не используют, да, потому что здесь вообще все поросло, как говорится, травой, ребята. Так. Один колокольчик маленький я повешу прямо вот здесь. Здесь какие гвозди. О, может.
Вот так, если это не оторвется. О, все. Блин, будет крипово, если они зазвенят. Ребята, там у нас стоит большой свет, колокольчики висят и стоит еще одна камера. Колокольчики висят. Бубенцы. Колокольчики, динь-динь. Ладно, это мы-то, как всегда, себя, ребятки, И разряжаем. Хотим посидеть немножко, послушать, что мы услышим, увидим, может быть. Может быть, что-нибудь камеры заснимут. Вот, пару минут, ну, минут, может, 15 посидим в тишине, а потом походим по приборчикам, попользуемся. Вот. Ну что, посидим, послушаем тишину. Мы ничего не слышим, кроме иногда проезжающих мимо машин. И какие-то звуки здесь как будто бы с крыши, да? Но, возможно, это ветер. Каких-то внутри здания скрипов, шорохов мы не слышали. Или ты слышала? Вот такие вот, как сейчас, но это, я так понимаю, машины, проезжающие мимо. Может, порассказываем страшные истории? Ладно, давай. Жуткие истории, ребят. Мы можем попробовать сейчас поэкспериментировать с вот этим аппаратиком. Электроприбором, Да, да. электроприбором. Ребятки, сел свет. А я положила свет сюда, где-то. Сел свет. Надо сейчас фонариком все это делаем. Телефон в руках? Прикольненько. Это на телефоне. Ребята, не пугаемся. Эта корзина стояла посреди дороги? Посвети. Я не помню. Блять, она стояла посреди дороги. Подожди, ну разве стояла? Надо будет потом запись пересмотреть. Телефон, На телефон, да. Ну, пока. Ребят. Тихо, 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 тихо. Наводи, наводи, наводи. Вот, ребята, это следственный эксперимент. Будет ли электроприбор реагировать на призрака? Потому что здесь показывает, что призрак есть. Не фокусируется камера вообще. Поставить фонарь, чтобы не мешал. О,
О! Все, пропал. Пропал. Ну, был немножечко, да? Звук такой прям пиканье. Потому что на телефон он, ребятки, совсем по-другому, чтобы вы понимали. Совсем немножко. Как будто улавливает. На телефон он трещит, а так он пикает, если что-то улавливает. Ну все, призрака нет, ничего не показывает. Ну, ребят, был на секунду. Пошли пройдемся по бане. Колокольчик. Конечно, то, что света у нас нету, ребята, это полное дерьмо. Вот он. С аппаратиком. Осторожно. Возле колокольчика ничего. Что? Вот. Возле колокольчика. Ну, не совсем. Вот он как будто вот тут. Пройди туда. Ничего нету. Все, он исчез. Какие-то как перебойные. А здесь, где мы сидели, снимали. Пройди. Не хочется паутину задеть. Посвети. О, электричество. Небо, да, электричество. Нет, тут нету ничего. Как Ничего у нас не в прошлый находит. раз тоже, ребятки, здесь не Все было. чисто. Только в том все-таки помещении что-то как будто... Вот. Как будто здесь. К небу вообще сильно фонит. К земле вообще не фонит. К небу прям очень фонит. Ну, призрак как будто здесь есть. О. Есть кто, нет? Нет. Здесь розетки. Ну вот розеток, кстати, ничего. Там же электричества нету. Чисто вот здесь. От колокольчика тоже ничего. Не, нету. Ну, у тебя нету. А здесь почему-то есть, вот в этом месте. Решили, ребятки, мы еще попробовать здесь Spirit Box, или, как это говорится, ЭГФ, да, потому что многие у нас всегда просили этот ЭГФ применять. Ну, давайте посмотрим. Ну, самого ЭГФ у нас пока нет. Но это альтернатива такая, ну, почему нет? Дух этого места. Если ты здесь, то откликнись нам, пожалуйста. Дух этого места, ты здесь? Ты кто? Что ты здесь делаешь? Ну, в общем, ребятки, пару вопросов я задала. Попробуем расшифровать и услышать, есть ли какие-то ответы, хотя бы похожие словосочетания, либо звуки на ответы.
Ребятки, пойдем сейчас в машину, зарядим аккумуляторы немножко от машины, потому что сел свет, и мы очень хотим оставить камеру в этом помещении, Где бассейн, где мы сейчас тоже проводили эксперименты, что-то там услышали, увидели. Да, на потому камере. что аппарат сходил с ума, хотя не находил там каких-либо призраков по телефону, да, по госрадару, но все равно мы должны удостовериться во всем, действительно ли там что-то есть, и работает ли этот аппарат, находит ли он каких-то призраков действительно, возможно, камера заснимет что-нибудь интересное. Ставим, ребятки, камеру и какое-то время побудем в машине, как в прошлый раз. Потом посмотрим на видосе, что все-таки в этот раз у нас запишется. Также поставим наш любимый госрадар. Возможно, что-нибудь камера зафиксирует, ребят, пока нас не будет. Напоминаю, что сейчас за полночь. Все, друзья, оставляем здесь камеру основную, вот эту, да, которая снимает все пространство, и оставляем здесь дополнительно по поимке призраков приложение, чтобы уже, так сказать, подфиналить это место. И уходим на какое-то время. Не хочу даже видеть.
Ну что, ребят? Было ли что интересное, нет? Делитесь, рассказывайте. Ребят, мы все на той же локации, потому что здесь хотя бы освещение можно выстроить нормально. И лови-палку раздвинуть, в Да. отличие от машины. Пришли Да. за камерами. Сейчас и просмотрели быстро материал, чтобы вообще подвести итог и знать, вообще было что-то там на съемке этой сейчас или нет. И мы хотим уже сейчас подытожить, чтобы не снимать отдельно аналитику. Мгм. По итогу, ребят, на самом деле ничего в этой бане, ну, лично для меня, для Марты, мы мистического ничего здесь не нашли. Да, неприятно находиться, но мы не забываем тот факт, что баня уже находится давно в заброшенном состоянии, она горела, за ней не ухаживают, и, соответственно, она уже поизносилась. И есть моменты, которые уже в ряду каких-то физических и климатических явлений могут поспособствовать каким-то звукам, которые мы наблюдали на протяжении уже 3 видео, да, то есть вспомним зиму, как там гремело все, да, ну, это однозначно, ребята, крыша, это однозначно крыша. Она тут плохо закреплена. Вот, и Сергей говорил, что у него не доходят руки пока не до этой бани, что Да. там крыша, когда горела баня, ее снимали и тушили сверху. Соответственно, Да. он говорил, что крыша недостаточно закреплена, и эти звуки можно списать тоже на какие-то взаимодействия ветра вот с этой вот крышей. Да. Далее, опять-таки, какие-то капли и так далее, сырость, влажность, дождь, снег, ребят, это тоже все больше физические явления, которые никак не способствуют мистической стороне этой истории. Все довольно-таки просто и понятно. Корзинка, кстати, стояла на своем месте. Мы посмотрели видос, корзинку никто не двигал. Многие моменты действительно происходят по физическим явлениям. 99% это просто физика, которая... Мы с этим живем каждый день и каждый день сталкиваемся. Но когда мы с этим сталкиваемся в сгоревшей бане, почему-то мы всегда, или там, не знаю, в какой-то квартире мрачной, мы это всегда оцениваем как полтергейст. Но очень мало мест, действительно, где есть на самом деле полтергейст. И если, ребятки, у вас есть такие места на примете, то пишите нам на почту, либо в комментарии. Если вы в Беларуси, мы обязательно к вам приедем, посетим вас и попробуем провести эксперименты и посмотреть, действительно есть какое-то проявление потустороннего мира на этой жилплощади, либо в бане, либо в сарае, где угодно. Вот. Главное, чтобы там не было просят и кур, да? А что касательно электрики? Да, техника, ребят, мы опять-таки повторяемся, у нас нет возможности приобрести какое-то оборудование, которое, кстати говоря, не является тоже источником верной информации, это типа ЭГФ и тому подобное. Мы используем мобильные устройства, мобильные приложения. Здесь мы не исключаем тот факт, что мобильное приложение просто работает так, чтобы напугать, да, на самом деле, что как будто здесь кто-то действительно есть и показывает призраков. Также касаемо электрооборудования, которое используют электрики для, наверное, проводки и тому подобное, излучения каких-то импульсов, возможно, но тоже не доказано, ребят, что именно возле бассейна там был призрак, и это устройство пикало, потому что там действительно призрак. Это не доказано никак. Мы можем полагаться на это, но процентов может быть 10. А все остальное это вещи, которые могут сами себе, может, из-за сбоя техники проявляться. Да? Поэтому 100% утверждать, что здесь какая-то есть мистика. Я вот сколько мы сюда приезжали, ребята, я не слышала никогда каких-либо голосов, о которых говорил нам Сергей. Да? Мы сидели здесь 15 гребаных минут молча, ребята, чтобы хоть чуть-чуть, хоть что-то услышать. Ничего мы не услышали, даже от скуки начали вам рассказывать истории. Ну, то есть здесь уже... единственное, что, да, снимала камеру в прошлый раз, да, в бассейне, это вот голоса, которые можно было прослышать, действительно, какие-то даже слова, да, на камере, но никто не исключает того, что здесь дороги, да, здесь ходят люди в любое время суток, потому что это довольно большая деревня. Вот, и здесь есть соседи. В любом случае, там соседи, да, и как бы мы не можем быть в ответе, что кто-нибудь там не ходит, там не устраивает какие-то гулянки, или там у кого-нибудь туалет не находится там, да.
за Мы не забором. проверяли, мы не ходили За по забором, соседям, да, и там никто не может ходить, что-то говорить и обсуждать. Поэтому все-таки, когда мы находимся в деревне, ребят, сколько мы раз говорим, город, деревня, всегда есть люди, которые существуют помимо вас. И те же самые голоса, это все, как правило, где-то сосед там, да, зевнул, а вы это услышали на своей территории. Ну, как бы, это все, конечно, тоже имеет место быть. Мистика, ни в коем случае не отрицаем, но конкретно здесь мы как-то сами убедились, что здесь ничего мистического, мы конкретно мистического и не выявили. Так что вот так, ребята. Да, будем Сергею обязательно звонить и говорить. Сергей, как всегда, очень любезно предоставил нам возможность проникнуть в его владение. Сергей, огромный вам привет, если вы посмотрите. Ну и, конечно же, занимайтесь благоустройством данной бани. Не бойтесь, здесь ничего, ну, по крайней мере, на наш взгляд. 3 ребята разом сюда возвращаются ночью. Сейчас сколько времени? 2:17 ночи. То есть ночью мы несколько раз и... Ничего здесь мистического мы так и не обнаружили. Поэтому, ребят, пишите, что думаете, как вам выпуск. Возможно, есть какие-то интересные у вас методы общения с потусторонним миром, какие мы еще не использовали в своих выпусках. Обязательно пишите. А мы пока что зов потустороннего завершаем, потому что пока что новых у нас локаций нету. Если есть у вас какие-то на примете, конечно, пишите, будем рады побывать у вас в гостях. И на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и пока. Пока-пока.